В правозащитной аргументации, неважно, на письме или устно, необходимо придерживаться общих стандартов эффективного убеждения, таких как точность, последовательность, логичность и этичность. Соблюдение этих стандартов обеспечит эффективность убеждения, а значит гарантию успешной реализации ваших адвокационных задач. Поговорим подробнее об особенностях правозащитного убеждения. Основное в изложении информации – это ясность и точность формулировок. Ясность и точность формулировок вам обеспечат, во-первых, четкое обозначение цели коммуникации, а также конкретика. Избегайте неопределенных формулировок. Указывайте конкретные факты, случаи, статьи законов или международные стандарты, на которые опираетесь. В правозащитном убеждении важно опираться на правовую основу, то есть международные инструменты в области прав человека, иначе говоря, источники государственных обязательств по правам человека. Это будут ссылки на международные документы, оговаривающие обязательства вашей страны по правам человека, договоры, добровольные обязательства, решения международных судов или договорных органов и другое. Следующим будет соответствие национальному законодательству. Аргументы должны основываться на национальном законодательстве и конституционных нормах и подчеркивать вместе важность и роль международных обязательств. Также назову этичность и уважение к адресату и оппонентам. Аргументация должна строиться на уважении к другим точкам зрения, даже если вы с ними не согласны. Избегайте агрессии, личных нападок и дискредитации оппонентов. В целом, этичные коммуникации исключают использование ложных данных, манипуляцию или искажение информации для достижения своих целей. Обоснованность и доказательная база строятся на фактах и доказательствах. Каждый аргумент должен подкрепляться доказательствами. Это могут быть статистические данные, примеры из практики, свидетельства очевидцев, отчеты организаций. Важно придерживаться логики. Используйте логически выверенную цепочку рассуждений. Например, если утверждаете, что определенное действие нарушает права человека, покажите, как именно оно нарушает конкретные статьи закона или международных договоров. Во время коммуникации рекомендуется обозначать свою открытость для обсуждения и готовность к диалогу. Оставляйте оппоненту пространство для обсуждения и анализа ваших аргументов. Пишите и говорите так, чтобы ваши аргументы были понятны как экспертам, так и широкой аудитории. Избегайте излишне сложных юридических терминов, если это не нужно. Всегда ценится конструктив. Предлагайте реальные, выполнимые решения. Критика должна сопровождаться конструктивными предложениями по улучшению ситуации. Критикуя, предлагай. Тренируйте устойчивость к критике. Для этого будьте готовы контраргументировать, то есть подготовьтесь к возможной критике и продумайте ответы на возражения в адрес вашей позиции или ваших предложений. Это укрепит вашу позицию и покажет, что вы серьезно подходите к обсуждению проблемы. Ну и не забывайте про гибкость. Будьте готовы пересмотреть или скорректировать свои позиции, если окажется, что в них есть ошибки или упущения. Практикуя навыки убеждения, всегда важно изучать документы или речи ведущих экспертов, аналитиков, юристов или известных организаций. Например, в феврале 2020 года со своим письменным комментарием по поводу принимаемого тогда в Казахстане закона о мирных собраниях выступил известный казахстанский юрист и правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис. Начинает он с констатации факта. Цитирую. 7 февраля 2020 года на сайте legalacts.egov.kz была опубликована концепция проекта закона о порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан, подготовленная Министерством информации и общественного развития РК, МИОР РК. Далее кратко отмечает позитивный аспект. Цитирую.
Позитивным является то, что властями, как следует из этого документа, принято решение разработать и принять новый закон о мирных собраниях, а не вносить изменения и дополнения в концептуально порочный и устаревший закон Республики Казахстан от 17 марта 1995 года. Затем Евгений Жовтис переходит к критическим замечаниям, вначале кратко суммируя их, а затем подробно разбирая с опорой на все международные стандарты и положения, в том числе заключительные замечания Комитета ООН по правам человека, толкующие соответствующие положения Пакта о гражданских и политических правах. Он также ссылается на решение Комитета по индивидуальным делам по праву на свободу мирных собраний, вынесенных в отношении Казахстана, не забывая подчеркнуть значимость и роль международных обязательств для Казахстана. Так, в частности, он говорит, цитирую, «МПГПП ратифицирован Республикой Казахстан, является, согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан, частью национального права и имеет приоритет по отношению к национальному законодательству». Далее Евгений Александрович подробно рассматривает позицию оппонента Министерства информации и общественного развития, включая ссылки министерства на международный опыт, и говорит, цитирую, «Приведенные выдержки из законодательства и сделанные на их основе выводы в целом ряде случаев отличаются весьма выборочным подходом и неправильной интерпретацией положений законодательства разных стран, особенно в том, что касается разрешительных процедур для проведения мирных собраний, порядка организации, места и времени проведения собраний. В подтверждение иного международного опыта, подтверждающего его позицию, Евгений Александрович прилагает к своему анализу сравнительную таблицу законов более чем 30 государств по регулированию мирных собраний. Завершает свой анализ предлагаемой министерством концепции законопроекта Евгений Александрович выводом, цитирую, «Исходя из вышесказанного, новое законодательство Казахстана в этой области должно быть приведено в соответствие с этими стандартами». Для оттачивания правозащитной аргументации настоятельно рекомендуется изучать доклады таких ведущих международных правозащитных организаций, как Amnesty International, Human Rights Watch, International Partnership for Human Rights и других. В целом, для развития навыков правозащитного убеждения важно тренировать аналитическое мышление, то есть способность анализировать сложные правовые вопросы, выявлять ключевые аспекты и находить связи между ними. Исследовательские навыки, то есть умение находить и использовать правовые источники, включая законы, прецеденты, комментарии, научные статьи. Логику и аргументацию, то есть способность строить последовательные, логически выверенные аргументы, опираясь на правовые нормы и факты. Коммуникационные навыки, способность четко и убедительно излагать свои аргументы как письменно, так и устно, адаптируя их под аудиторию. Навыки толкования права, то есть умение интерпретировать нормы права, применяя различные методы толкования и учитывая правоприменительную практику. Также навыки разрешения конфликтов, то есть способность находить компромиссы и урегулировать споры, используя правовые аргументы. Этику в соблюдении высоких этических стандартов своей работы, включая честность, конфиденциальность, уважение к правам всех сторон. Вообще, грамотное правозащитное убеждение основывается на четком понимании правовых норм, этичности и опоре на факты. Важно строить аргументацию так, чтобы она была не только правовой, но и этически безупречной, прозрачной и понятной для широкой аудитории. Подводя итог этого урока, напомню о важности тренировки навыков эффективного убеждения. Это ясность и точность формулировок, крепкая правовая база, анализ и логика, конструктив, фактологическая точность, устойчивость к критике, верность правозащитным принципам, этичность и гибкость.